Новый год государственный концерн Беллекпром решил начать с устранения опасных конкурентов и пролоббировал в правительстве закон, запрещающий магазинам секонд-хенд торговать новой одеждой. Таким образом, отечественное объединение производителей одежды намеревается в буквальном смысле заставить потребителей куплять белорусское. Ведь теперь в секондах можно будет найти только вещи с видимыми следами эксплуатации. Однако, как признают сами представители концерна, с привлечением покупателей на сторону белорусского трикотажа есть небольшая загвоздка. Люди предпочитают подержанные вещи из Европы новым белорусского производства, поскольку фасоны и качество последних, мягко говоря, не соответствуют модным тенденциям. Вспомнить хотя бы детские пижамы от фабрики Куполинка, имитирующие форму милиции. Кроме того, далеко не у всех белорусов есть возможность приобретать одежду белорусских фабрик по цене в 3-5 раз выше, чем у вещей из секонд-хенда. Стоит отметить, что новым законом Беллекпром не только ограничил белорусских покупателей в праве выбора, но еще и нанес ощутимый удар по частному бизнесу. Белорусские власти решили подзаработать за счет увеличения налогов и отмены некоторых налоговых льгот. Планируется, что таким образом удастся принести в бюджет до 1 миллиарда рублей. Под раздачу попали айтишники, арендодатели, операторы универсальных услуг электро- и сотовой связи, а также предприниматели и иные физлица. Платить придется и за выезд с легковым автомобилем в страны ЕС. Кроме того, из-за повышения ставки на ввоз в страну лекарств, медицинских изделий, продовольственных и детских товаров подорожать могут активированный уголь, вата, детское питание и маргарин. В Министерстве финансов такое решение объяснили наличием сложной эпидемиологической ситуации в стране. Но тогда почему проблемы в здравоохранении не повлияли на решение нелегитимного провести Всебелорусское народное собрание, на которое каждые 5 лет из госбюджета тратятся миллионы долларов? Судя по всему, празднество для Лукашенко куда важнее человеческих судеб. Он, кстати, сегодня заявил о том, что этот год для белорусов будет непростым. Наверное, это первый случай, когда так называемый президент сказал людям правду. Впервые за 15 лет ежегодный рождественский турнир по хоккею на приз Лукашенко не состоится. Формальной причиной отмены мероприятия стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Однако еще недавно такие мелочи, как пандемия, ничуть не мешали нелегитимному гонять шайбу во всю мощь. Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Очевидно, реальным поводом отказаться от хоккея стал ряд обстоятельств совсем иного характера. В частности, европейские санкции в отношении большого количества топовых чиновников, включая самого Лукашенко. Из-за них игроки международного уровня не хотят портить свою репутацию участием в сомнительном мероприятии. Более того, игры в поддавки с диктатором удовольствие не дешевое. Белорусская казна такой нагрузки просто не выдержит. Напомним, что в предыдущие годы команда нелегитимного выигрывала собственный приз целых 13 раз. Белорусская православная церковь хочет изменить Конституцию. В частности, предложенные духовенством поправки затрагивают представителей ЛГБТ-сообщества. К примеру, церковь намерена добавить в статью о браке формулировку с учетом христианских ценностей. Это значит, что супружеский союз возможен только между мужчиной и женщиной. Похожие изменения в Конституцию были внесены в соседней стране под лозунгом «Выбрать Россию без геев». Вероятно, лояльные Лукашенко священники решили не только продолжить политику своих боссов из РПЦ, но и вернуться к излюбленной риторике нелегитимного. Ну не нравятся мне голубые, я и сказал, что не нравятся. Помимо этого, церковь предлагает добавить в новую конституцию необходимость патриотического воспитания молодежи. При этом духовенство ни словом не обмолвилось об истинно христианских ценностях, таких как осуждение насилия и жестокости в отношении мирных людей. Своими действиями священники непрозрачно намекают, что служат вовсе не Богу, а прислуживают преступной власти. Вслед за упрощенным трудоустройством для медиков польские власти решили пойти дальше и приняли закон об отмене для белорусов платы за национальные визы. Платить за визу придется только в случае повторного рассмотрения заявления. Таким образом, для всех, кто уже присытился прелестями агродиктатуры, теперь открыта дорога на Запад. А Лукашенко останется лишь пожинать экономические плоды своих высказываний. Уехал, назад не вернешься. И это все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал, а также не забывайте ставить лайки и писать комментарии. До встречи завтра и живе Беларусь!